Всем привет! Вы на канале Не Местные, и это уже регулярная наша рубрика «Новости Батуми». В этом выпуске я вам расскажу про новости, которые происходили в Батуми, ну и в целом в Грузии за апрель и май 2025 года. Аделины сегодня не будет, она в отъезде, поэтому о новостях сегодня расскажу вам я. Кто еще не видел предыдущий наш выпуск, посмотрите, сейчас будет на экране, либо на нашем канале. Начинаем. Первая новость об увеличении количества авиасообщений России с Грузией. Практически в каждом выпуске мы рассказываем вам об изменениях в авиасообщениях этих двух стран. И традиционно перед летом Грузия запускает новые рейсы. Например, грузинская авиакомпания Georgian Airways запускает из Кольцова, из Екатеринбурга в Тбилиси. Напоминаю, что уже одна компания Red Wings осуществляет такие рейсы 2 раза в неделю, но вот к лету будет еще больше. Также российская авиакомпания Red Wings запустила с 24 апреля из Уфы в Батуми. Азимут тоже выполняет такие рейсы, так что их становится еще больше. К лету можно будет добраться из Уфы без проблем. Кроме этого, увеличено количество полетов из Минеральных вод, из Нижнего Новгорода в Батуми. О чем это говорит? Я думаю о том, что Грузия развивается, она привлекает новых туристов, улучшает логистику, комфорт, как можно добраться до Батуми. Это классная новость. Следующая новость лично для меня очень удивительная и необычная. В Грузии снижаются цены на бензин. Когда я жил в России, то снижение цен на бензин было очень редко и буквально на несколько копеек, а повышение, как правило, на рубли. И вот мы сейчас видим, что в апреле, например, бензин марки Евро Регуляр подешевел на целых 8%. А марка Супер на 6,6%. Такое необычное явление. Здорово, когда цены на нефтепродукты коррелируются в зависимости от ситуации на рынке, а не только постоянно растут. Хотел бы спросить, а как в ваших странах обстоят дела на цены на бензин или на дизель, например? Напишите в комментариях, бывает ли такое, что у вас тоже снижаются, причем сразу на несколько процентов, либо у вас постоянно растут. Следующая новость, такое напоминание о необходимости соблюдения сроков пребывания в Грузии. Иностранцам, нарушившим сроки пребывания, увеличат штрафы и упростят их депортацию, выдворение. Сейчас, если вы нарушаете правила пребывания в стране, вас могут не только депортировать, но еще и не пускать какое-то определенное время в Грузию. Например, при нарушении правил пребывания до 6 месяцев грозит штраф в размере 1000 лари и возможный запрет на въезд сроком на 1 год. А если вы нарушили до 1 года, с 6 месяцев до 1 года, это штраф в размере 2000 лари и возможный запрет со въездом на 2 года. Я думаю, это тоже закономерная новость, потому что давно не было таких изменений в Уголовном кодексе или административном в Грузии. И напоминаю, что гражданам СНГ можно находиться в Грузии сроком 1 год. Мы рекомендуем всем не нарушать сроки пребывания в Грузии, потому что последствия могут быть плачевными. Следующая новость о количестве туристов в Грузии. За первый квартал 2025 года Грузию посетили 960 тысяч человек. Это на несколько процентов выше, чем соответствующий период прошлого года. Тройка стран выглядит следующим образом. Турция – 225 тысяч человек приехали за первый квартал. На втором месте Россия – 219 тысяч, на третьем Армения – 180 тысяч. А если говорить про траты туристов в Грузии, здесь на первом месте Россия. Примерно 142 миллиона долларов потрачено этими туристами в Грузии. На втором месте Израиль – 114 миллионов долларов, и на третьем Турция – 107. То есть турки такие более экономичные, а больше всего денег оставляют россияне. Это, конечно, исторический максимум в Грузии. Такого еще не было, количество туристов, наплыва. Но я думаю, что это благодаря грамотной политике страны и Министерства туризма. Это говорит о том, что Грузия развивается и привлекает все больше туристов из разных стран. С 1 июня этого года компания Maxicom, это сотовый оператор, повышает цену на мобильный интернет. Речь идет о пакетах на неделю безлимитного интернета или на месяц. Например, на неделю вместо 9 лари стало стоить 10 лари,
стоимости интернета, а безлимитный интернет на месяц с 32 лари повысился до 35 лари. Хотел бы напомнить, что в Грузии действует сеть 5G интернет, это высокоскоростной интернет, и не было поднятия цены до сих пор. И вообще последние 3 года цена вот этого 32 лари, которая была на безлимитка Макти, которой как раз мы пользуемся, она не менялась. Это логичное поднятие цены. Я удивлен, что раньше не подняли, и здесь всего на 3 лари. И по-прежнему цена остается очень низкой по сравнению с разными другими, например, странами. Ну, мы пользовались интернетом, например, 5G в Арабских Эмиратах или в Таиланде, и ни в какое сравнение не идет по цене с Грузией. То есть респект, что удерживается на очень конкурентном уровне цена, и любой желающий может пользоваться этим суперскоростным интернетом вообще без каких-либо проблем. Чтобы приобрести сим-карту, иностранному гражданину достаточно лишь паспорта, прийти в отделение сотовой связи и получить. Можно физическую карту, можно eSIM. Это новость о повышении цен на мобильный интернет, но она позитивная. Следующая новость об одной канатной дороге в поселении Хуло. Оно соединяет поселение вот это вот горное Хула с Таго. Почему я выделяю эту новость? Находится совсем недалеко от Батуми, около 100 километров. И мы там с Аделиной были, проводили некоторое время в поселении Таго. Там есть глэмпинг. Кто еще не видел, у нас есть целый выпуск об этом. Он будет сейчас на экране, либо на нашем канале. Закрывается на целый год на реконструкцию эта канатная дорога. Выделено 200 тысяч лари на ремонт и реконструкцию. Это не все деньги, там потребуется гораздо больше, но первый этап будет завершен уже в следующем году. И немного информации об этой дороге. Канатная дорога Хула-Тага, открытая в 1985 году, вторая среди безопорных канатных дорог и высотности в Европе. Длина безопорной части 1720 метров, а высота 280 метров. Время в пути около 8 минут. Такая довольно внушительная канатная дорога. И здорово, что вовремя производится реконструкция, какое-то усовершенствование и ремонт. Следующая новость, по-моему, прекрасная. С 1 июня 2025 года запустилась обязательная сертификация автовокзалов Грузии. Это означает то, что автовокзалы будут усовершенствованы, обновлены, новые платформы, онлайн покупка билетов, новые табло, например, по которым можно отследить опоздание рейса или же расписание в целом. А также появляются некоторые требования к водителям автобусов, например, отсутствие судимости, медицинские справки и дальнейшие процедуры. Также была идея запретить перевозку на микроавтобусах при расстоянии между городами от 150 километров, но пока эту идею перенесли на следующий год. В этой же новости хотел бы с вами поделиться, что скоро откроется дорога Тбилиси-Батуми, полностью четырехполосная. Сейчас как раз проводится ремонт на последнем участке этой дороги. И говорят, что в 2025 году уже полностью она заработает. Это будет скоростная трасса с разрешенной скоростью, лимит 110 км в час. Поэтому преодолеть ее можно будет примерно за 3,5 часа. Сейчас уже есть, например, поездки на поезде из Тбилиси в Батуми. Примерно 5-5,5 часов занимает, а здесь 3,5 будет на машине, например. По-моему, это супер, всего за 3,5 часа добраться до Тбилиси по безопасной трассе, по четырехполосной, где нет встречки и машины спокойно могут разъехаться. С 15 мая 2025 года Грузия окончательно запретила экспорт, вывоз транспортных средств гражданам России и Беларуси. Изменения затрагивают как легковые автомобили, так и спецтехнику. Казалось бы, новость узкой направленности на определенное количество людей, но она получила широкий резонанс, и многие, кто занимался этим бизнесом, конечно, теперь вынуждены искать другие пути, обходы этого запрета. Поэтому я считаю эту новость важной, но нужно заметить, что перемещаться внутри страны можно с правами Российской Федерации или белорусскими правами. Так что здесь ничего не меняется. В эту же новость хотел добавить изменения о получении прав в Грузии. Если раньше можно было получить их без проблем всем, кто приехал, например, на день в Грузию, сейчас МВД Грузии изменило порядок экзаменов на получение прав для управления транспортными средствами.
С конца мая этого года для получения прав в Грузии обязательно иметь ПМЖ, постоянное место жительства, или ВНЖ. Или же иностранцам нужно пробыть в стране 185 дней без выезда. И только после этого они могут иметь возможность получить новые автомобильные права. С 14 июня начинают курсировать поезда из Еревана в Батуми. Раньше были поезда из Еревана в Тбилиси, сейчас их не будет, а вот из Батуми как раз открываются. Это хорошая новость, потому что я знаю, что многие люди ждали этого сообщения между Грузией и Арменией, а именно Батуми и Ереваном, потому что это удобный способ добраться. Всего 16 часов идет поезд. Вагоны разных уровней комфортности, есть и плацкарт, есть и купе, СВ. Купить билеты можно будет онлайн, очень удобно. Этот поезд будет ходить через день по четным числам из Еревана, а по нечетным из Батуми. Эта новость — очередное подтверждение, что Грузия устанавливает связи между соседними странами сухопутной границы, например, Азербайджан, но пока еще не запустили, вот Армения, помимо увеличения авиарейсов между этими странами. Прекрасная новость для тех, кто живет в Батуми или кто собирается посетить этот город, потому что аэропорт Батуми улучшается. В этом году будет потрачено 12,5 миллионов лари на улучшение инфраструктуры аэропорта, улучшение IT-отрасли, расширение зоны прилета, ремонт взлетно-посадочной полосы. Аэропорт полностью обновляется. Первый этап будет завершен уже осенью этого года. Посмотрим, что из этого получится. Я думаю, это логичная новость на фоне новостей по увеличению пассажиропотоков в Батуми. Я думаю, это очень классная новость, потому что Батуми не стоит на месте, он развивается во всех планах. На этой прекрасной новости мы заканчиваем выпуск новостей за апрель-май 2025 года Батуми. Если вам выпуск показался интересный, поставьте лайк, подписывайтесь на наш канал. Если вы живете в Батуми или собираетесь сюда приехать, для вас будет полезен наш канал. Мы рассказываем все об этом прекрасном городе, о Грузии. Пересылайте видео тем, кто собирается приехать в Батуми. У нас еженедельные выпуски, и следующий будет уже совсем скоро.